Пишу иностранным брендам о сотрудничестве, и их ответы вас удивят. Обычно я вижу ролики начинающих блогеров, у которых около 1000 подписчиков, как они пишут разным брендам и какие рассылки им присылают. Пишу брендам о бартерном сотрудничестве, смотрю на их реакцию, 3-я часть. Пишу брендам о сотрудничестве, день 13 и 14. Я веду YouTube канал о макияже. У меня больше 100 000 подписчиков и хорошая активность аудитории. Посмотрим, что же бренды ответят мне. Так как я делаю яркий креативный макияж, я специально выбрала те бренды, которые максимально соответствуют моей эстетике и в коллабе с которыми мы сможем сделать крутой контент. И я выбрала те бренды, которые 100% сотрудничают с блогерами из Европы. Сама я живу сейчас в Финляндии. Разумеется, я написала бренду NYX. Знаю, что они активно сотрудничают с блогерами, устраивают вечеринки, у них постоянно какая-то движуха. И в Финляндии они отправляют рассылки инфлюенсерам, у которых меньше 10 000 подписчиков. И я подумала, что у меня есть все шансы. Я всегда мечтала сотрудничать с NYX, но несмотря на то, что я часто выигрывала у них в творческих конкурсах и даже выиграла у них iPhone и прошла в мировой этап, как с блогером этот бренд со мной никогда не работал и никакие рассылки мне не отправлял. Также я написала бренду Sheglam, у них всегда очень интересные, яркие, креативные коллекции. Я сама покупала их 2 коллекции на обзоры, и ролик собрал больше 100 000 просмотров. Еще из Китая написала бренду Girl Cult. У них очень красивые мрачные дизайны, интересные оттенки, и мне кажется, это 100% моя эстетика. И инди-бренду Shelby Makeup тоже написала. Мы с ними сотрудничали раньше, когда у меня было всего 7 000 подписчиков в запрещенной соцсети, но после того, как я перешла на YouTube, они перестали со мной работать. Еще написала бренду Colourpop, который тоже сотрудничает с блогерами из Финляндии и на которые я делала обзоры, и предложила сотрудничество Lethal Cosmetics. Прошло 3 недели, и вот что эти бренды мне ответили. Ничего. Ну ладно, некоторые бренды отправили мне свою почту для пиара, на которую я продублировала свое предложение о сотрудничестве, но в итоге от всех этих брендов я получила игнор.